Вторжение в Европу. РФ атакует НАТО. В Генштабе сделали резкое заявление. Тест реакции или захват территории. США выводят войска, но угрожают все вернуть назад и начать крупную военную операцию, если не будет выполнено условие. Какое? Расскажем. Внезапная честность российских властей. Блогеры массово пишут обращение к Путину, и тот молниеносно реагирует. В чем подвох? Чрезвычайная ситуация. Пока Россия в огне, Америка переводит экономику на военные рельсы. Что происходит? Об этих и других самых главных событиях. Утро пятницы, 17 апреля. Теперь обязательно нужно досмотреть до конца. Дальше только самое важное. В эфире Нехта, я Алексей Бурлаков. Туапсе после вчерашней атаки все еще горит, и тревога только нарастает. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, а пожар на нефтебазе и в районе нефтеперерабатывающей инфраструктуры до сих пор не потушен. Российские региональные СМИ и местные паблики пишут, что огонь охватил несколько резервуаров, а власти Краснодарского края официально подтвердили режим ЧС в Туапсинском округе. Ситуация остается напряженной. Сначала сообщалось о пожаре на одном резервуаре, а позже появилась информация, что мог вспыхнуть еще один. Даже по осторожным формулировкам видно, главный удар оказался серьезным, последствия для топливной инфраструктуры сохраняются, а Туапсе остается одной из самых горячих точек минувшего дня. Опасность для НАТО. Об этом уже не просто говорят, а кричат скандинавские страны. Россия может в любой момент провести ограниченную операцию в Балтийском море и попытаться захватить один из островов, чтобы проверить, как отреагирует НАТО. По словам военных, речь не обязательно о крупном вторжении. Это не обязательно должно быть что-то масштабное. Достаточно действий, чтобы бросить вызов Альянсу и посмотреть, что произойдет в политическом плане. Я не исключаю, что они будут готовиться к военному противостоянию с целью геополитического расширения, подобного Российской империи или Советскому Союзу. Классен подчеркнул, что такой сценарий может касаться не только Готланда, Борнхольма или Эстонских островов, а в целом любого острова из 400 тысяч в регионе. На этом фоне Швеция усиливает присутствие в Балтийском море и готовится сдерживать возможные авантюры Москвы. Дополнительную тревогу в Стокгольме вызывают и другие недавние эпизоды. Рост российской активности на Балтике и признание шведских властей, что пророссийская группа в 2025 году пыталась сорвать работу шведской ТЭЦ. В то же время США заканчивают вывод войск, обещают, что весь процесс не затянется больше, чем на 2 месяца. Вашингтон сворачивает военное присутствие в Сирии. The Wall Street Journal пишет, что Пентагон планирует вывести всех оставшихся американских военных, около 1000 человек. Reuters со ссылкой на американского чиновника ранее подтверждал частичный вывод и назвал этот процесс постепенным и зависящим от условий. Но Wall Street Journal сообщает уже о полном уходе. Фактически этот процесс уже идет. В феврале американцы покинули базу Ат-Танф, а затем начался вывод с крупнейшей базы на северо-востоке Сирии, провинции Хасака. Медиа писали, что это стало частью более широкой передислокации на фоне усиления контроля сирийских властей над территорией и изменения американского подхода к операции против ИГИЛ. То есть теперь речь идет уже не о сокращении контингента, а о завершении почти всей американской военной миссии в Сирии. Но где-то убывает, а где-то прибывает. США дали Ирану новый ультиматум уже языком флота и бомб. На брифинге в Пентагоне американские военные прямо заявили, силы США на Ближнем Востоке заряжены и готовы немедленно возобновить боевые действия, если Тегеран не согласится на мирную сделку. Одновременно Вашингтон усиливает морскую блокаду. Под нее попадают суда, пытающиеся войти в иранские порты или выйти из них. Обращаюсь к загнанному в угол руководству и руководству КСИР. Мы за вами наблюдаем. Наши возможности и ваши несопоставимы. Помните, это неравный бой. У вас есть только то, что у вас осталось. Вы это знаете, и мы это знаем. Вы можете что-то переставлять с места на место, но реально восстановить ничего не можете. Нам бы не хотелось до этого доходить, но мы готовы действовать по приказу нашего президента и по нажатию кнопки.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн добавил, что американские силы готовы вернуться к крупным боевым операциям, цитирую, буквально в любой момент. ВМС США будут преследовать любые иранские суда, а также корабли, которые попытаются оказать Ирану материальную поддержку. Судам, которые попытаются прорвать блокаду, будут приказывать остановиться, а в случае отказа угрожают применением силы. Командующий уточнил, что контроль распространяется как на иранские территориальные воды, так и на международные воды. К этому моменту, по данным Пентагона, 13 судов уже предпочли развернуться, ни одно пока не брали на абордаж. Москва снова поднимает ставки и уже почти в открытую машет угрозами в сторону Европы. После новостей о росте поставок беспилотников в Украине Минобороны России заявила, что такие решения якобы ведут к, цитирую, резкой эскалации обстановки на континенте. Одновременно Москва привычно подает это как подготовку к террористическим сценариям атак по территории России с использованием беспилотников, произведенных в Европе. Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы украинских БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям. Отдельно Минобороны РФ заявила, что такие действия якобы втягивают Европу в войну с Россией. В рамках этой же кампании российская сторона опубликовала список адресов предприятий, которые по ее версии производят дроны для Украины. В перечне фигурируют объекты в Израиле, Чехии, Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Италии и Турции. Великобритания действительно объявила о передаче не менее 120 тысяч дронов в течение года. Мы говорили об этом с вами в прошлом выпуске. Украина и Германия, в свою очередь, заключили оборонные договоренности на 4 миллиарда евро, которые предусматривают в том числе совместное производство дронов с искусственным интеллектом и инвестиции в дальнобойные возможности. Америка, похоже, начинает срочно латать военную дыру не только деньгами, но и заводами гражданского сектора. По данным The Wall Street Journal, в Вашингтоне уже обсуждают с крупным бизнесом возможность быстро перевести часть промышленности на выпуск боеприпасов и военной техники. В переговорах фигурируют General Motors и Ford. Пока это предварительные консультации, но сам масштаб темы уже показателен. Власти США проверяют, смогут ли гражданские производители в случае необходимости быстро встать на оборонные рельсы. Причина называется прямо: это истощение запасов вооружений на фоне затяжных конфликтов, прежде всего войны в Украине и новой напряженности на Ближнем Востоке. В Пентагоне считают, что одних традиционных оборонных подрядчиков может не хватить, если нужно резко нарастить производство. Поэтому к обсуждениям подключают и других промышленных игроков. Задача — быстро расширить оборонно-промышленную базу США и закрыть провалы по боеприпасам, беспилотникам и технике. Инициативы уже сравнивают с американской моделью времен Второй мировой войны, когда автоконцерны массово переходили на военные заказы. И если эти планы начнут реализовывать всерьез, это будет означать, что в США уже думают не о точечной поддержке отдельных операций, а о более глубокой перестройке экономики под долгую военную нагрузку. Особенно если новый оборонный бюджет действительно приблизится к отметке в $1,5 триллиона, и в нем сделают ставку именно на снаряды, дроны и быстрое наращивание выпуска. В России пошли на очень громкий и неожиданный шаг. Набиуллина впервые прямо признала то, о чем в России долго старались говорить осторожно. Экономика столкнулась с нехваткой рабочих рук. Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до 10%, это и есть свидетельство перегрева экономики. Не высокие темпы роста, а именно вот эти факторы, которые характеризуют состояние экономики. То есть проблема теперь не в том, что людей нечем занять, а в том, что работать уже просто некому. Центробанк продолжает держать жесткую денежную политику, потому что ухудшение внешних условий, как сказала Набиуллина, стало почти постоянным и по экспорту, и по импорту. А Путин накануне тоже признал, несмотря на рекордно низкую безработицу, ВВП в начале года просел. Экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство. Может, такое признание диктатора и развязало языки боярам, так что теперь можно рассчитывать на порцию правды о состоянии российской экономики, но боюсь только на порцию.
И действительно это началось. Кремль даже уже успел отреагировать на слезные жалобы блогерш после того, как видеообращения Виктории Бони и Айзы за сутки набрали миллионы просмотров. Дмитрий Песков подтвердил: в администрации посмотрели. Обратила на себя внимание аудитории в социальных сетях. Это действительно так. Это то, что весьма резонансные темы. Но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания. Виктория Боня в своем ролике говорила о последствиях паводков в Дагестане, блокировках интернета, росте цен и уничтожении скота в Новосибирской области. Я хочу записать обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Я это делаю от лица народа, они меня об этом не просили. Айза поддержала ее и добавила, что до президента якобы не доходит вся правда о происходящем. Главный посыл обоих обращений звучал одинаково. Чиновники и губернаторы, по их мнению, боятся докладывать главе государства о реальном масштабе проблем в стране. Именно на этот сигнал Кремлю и пришлось отвечать публично. Но после этого последовала вторая часть представления. Сейчас я увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, за то, что за то, что вы не прошли мимо. История запоминает не только хорошие имена, не только имена победителей могут уйти в примеры. В один ряд с нарицательными именами и сравнениями с Наполеоном, Эйнштейном и Марадонной может быть вписан Виктор Орбан. Его имя уже используют в качестве сравнения или описания действий других политиков. В Софии уже прямо пугают страну новым Орбаном. На финальном перед выборами митинге партии Герб Бойко Борисов ударил по главному сопернику наотмашь. Он заявил, что пророссийский Румен Радев может превратиться для Болгарии в новую версию Виктора Орбана, если возьмет власть. Болгария в еврозоне, а Венгрия нет. Болгария обогнала Венгрию по доходам. Болгария освоила средства по плану восстановления и устойчивости. Венгрия нет. Болгария поддержала Украину и передала ей больше оружия, чем, вероятно, половина стран ЕС. Венгрия этого не сделала. Да, Виктор Орбан антикоммунист, друг, сделал многое, но различия огромны. Теперь у нас появился новый Орбан в лице Румена Радева. И не случайно его тайно навещает министр иностранных дел Орбана Петер Сиярто. Радев сейчас лидирует в вопросах, его тянут вверх прежде всего пожилые и сельские избиратели, которые видят в нем человека, способного остановить годы политического хаоса и сломать то, что он сам называет олигархией коррумпированных старых элит. Его партия «Прогрессивная Болгария» набирает около 30% и идет примерно на 10 пунктов впереди партии Герб. Но даже с таким отрывом до полноценного большинства еще далеко. А в прошлом выпуске мы говорили о том, что президента обвинили в военных преступлениях, а импичмент уже не выглядит как пустая угроза. Украина начала масштабную эвакуацию, а МАГАТЭ срочно предупреждает о риске появления новой страны в ядерном клубе. А Кремль тем временем делает неожиданный шаг, официально признает вину и обещает выплатить компенсацию пострадавшей стороне. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.